Всем счастливой, гармоничной недели. Счастливой. А мы с вами посмотрим, что нас ждет с 7 по 13. И, конечно же, вся неделя – это отражение всех событий, аспектов, которые будут очень влиять сильно на этой неделе. То есть аспекты, которые закрывают коридор затмений. И на эту неделю этот коридор затмений попадает. И новолуние. Попадает все на эту неделю. Поэтому неделя будет фаворитом недели, безусловно, это Меркурий. Меркурий находится в прекрасном, чудесном у себя дома, в самом лучшем его положении, то есть у себя дома в Близнецах. И коридор затмений закрывается, и новолуние тоже, конечно же, в Близнецах, поэтому и Близнецы будут фаворитами. Вокруг этого немножко и будем ориентировать свою неделю. Итак, Меркурий ретроградный и делает квадратуру с Нептуном. До 14 июня эта квадратура будет, то есть захватывает всю следующую неделю. Поэтому, конечно же, это какие-то незавершенные дела, возможно, придется еще раз с ними столкнуться, еще раз их закончить, еще раз их пройти, завершить, дослать какие-то бумаги, перепроверить какие-то бумаги. Такое вполне может быть. Также могут быть дела из прошлого. Что-то где-то не закончили, может быть, экзамен какой-то не сдали, может быть, где-то подпись не поставили, и к вам вернется то, что вы вот уже все нужно было сделать, оказывается, там какой-то последней подписи нет. Это люди из прошлого, с которыми вы тоже какие-то дела не завершили, и они о себе дадут знать, и дела, и эти люди. Это точно так же и выплаты, которые тоже не были завершены. Возможно, вам недоплачивали, возможно, вы недополучили что-то. То есть все немножечко информативно необходимо будет вернуться и доделать, и закончить то, что не закончено. Также наладить отношения со своими близкими. Может быть, конфликт какой-то затянувшийся есть, может быть, не договорили и не договорились, не решили какой-то вопрос. Тоже нужно будет к нему вернуться, закончить его, завершить этот вопрос. Но по-любому завершить, закончить что-то старое. Но если вы что-то хотите начинать новое, то лучше его чуть-чуть подальше туда отложить. Либо почву все подготовить, все сделать, последнюю подпись не ставить, нежелательно, если это не настолько необходимо. Чуть-чуть подождать, когда пройдет, хотя бы закроется этот коридор затмений, и сам по себе Меркурий пойдет в прямое движение. Не принимать никаких решений, а по Меркурию это принимаешь решения. Не принимать никаких решений сгоряча, с наскоку, чтобы быстро отделаться, чтобы быстро что-то завершить, чтобы как отвязаться. Лучше этого не делать. Взять время. Это всегда на какое-то решение всегда берется время. Тем более, что будет благоприятный аспект. Вначале был благоприятный аспект. Был с Сатурном, а Сатурн это бог времени, то есть всегда возьми время, когда тебе нужно решить какой-то вопрос. Если он у тебя не решается, возьми неделю, 2, час, а может быть и посчитай, вот до 10 посчитай, и это тоже как будто ты взял время, но ты подумал, то есть ты не сразу сделал. Но так как Меркурий делает квадратуру с Нептуном, и это всегда такая, как вот сам хочу обманываться. Мало того, что обстоятельства такие затуманенные, немножко все такое расплывчатое, непонятное, так еще и сам хочешь на эту удочку попасть. То есть сам даешь повод для того, чтобы, ты чувствуешь, что здесь как-то что-то не то, немножко как-то неправильно выстраивается здесь как-то отношения или неправильно где-то подсчет сделали, но почему-то хочется
Да нет, наверное, я ошибаюсь. Да нет, наверное. То есть ты сам как будто бы наталкиваешься на то, что ты сам хочешь быть в иллюзоре. Сам не хочешь перепроверить что-то и переспросить лишний раз. То есть всегда, когда ты о чем-то договариваешься, если ты что-то не понял, переспросить. А по ретроградному Меркурию ты можешь что-то недопонял и стесняешься спросить, или то есть не хочешь попасть там в такую ситуацию, что ты как будто бы не понимаешь или доспрашиваешь 2 раза. Лучше и 3-й раз спросить, если ты не понял, чем что-то подписать или чем какое-то принять решение. Ну, лучше, конечно, в этот период наладить все ваши отношения, противоречия, которые были в семье, может быть, на работе, может быть, с коллегами, может, со своими близкими друзьями, своими близкими людьми. Хорошо наладить отношения, хорошо примирение какое-то сделать на этот период. Ну и, конечно же, аспект, который будет также до 11 числа, это Марс, который делает квадратуру с Плутоном. Это тоже на эту неделю аспект будет такой, ну, противоречивый, острый. Марс молодой, сильный, здоровый, энергия хорошая, напористая, познавать, узнавать, задиристая. От неопытности, потому что Марс это ты проходишь по Марсу энергию, опыт энергии. И Плутон самый настоящий опыт. Если Марс воин, то Плутон это целое войско. И вот эти 2 планеты между собой конфликтуют. И это противостояние будет до 11 числа, то есть практически вся неделя будет занята тем, что мы будем чувствовать вот внутри, как будто ты закипаешь, что-то тебе так неприятно, что-то как-то тебе так нехорошо. И чувствуешь, что опыта не хватает. Вот по Плутону опыта не хватает. Отреагировал бы по-другому, если бы опыт был. Поэтому да, она вот такая неделя и в иллюзиях, и немножко заблуждаешься, и что-то как-то даже лень переспросить несколько раз. А реакция такая, ну, немножко активная, немножко повышенная, немножко такая, даже где-то с агрессией, только не потому, что так выстраивается, а потому что не хватает опыта, вот такого жизненного опыта, эту агрессию как-то так с ней сладить, как-то так ее успокоить, чтобы это не было на пике, чтобы это не было на высокой такой тональности. Будет работать этот аспект до 11 числа. Мы почувствуем, что вот даже внутри у самого себя, даже на самого себя будет как будто что-то заставляет тебя иди делай, а другой говорит, зачем делать, там, допустим, поеду сейчас, а сейчас там пробка будет, и я потеряю время, или я лучше сначала позвоню и спрошу, могу я приехать, вы на месте, я приеду, а то я приеду, тот человек, который мне там нужен, самый ответственный, его не будет там где-то на объекте или где-то на встрече. То есть опыт. И вот такая реакция делать, сразу делать. Ну что еще? Конечно, все это будет в Близнецах. И само это закрывается коридор затмений и новолуние в Близнецах говорит о том, что да, есть квадратуры, да, есть несогласие, да, есть недопонимание, да, есть конфликтность, но это все равно проходит легко. По Близнецам это всегда полегче. Не затормозиться, не заостриться на этом, не впасть прям вот в это вот, погрузиться полностью, а как-то вот пробуксовал и иди вперед. Не зацикливайся на этом. То есть все равно 2 таких, скажем, острых аспекта, как Меркурий, Нептун, квадратура, и Марс, Плутон, квадратура, все равно, находясь в Близнецах, по-близнецовски, давай, чуть-чуть побуксовал и иди дальше, не застревай на месте, не трать свое время,
Развивайся дальше. Не зацикливайся на чем-то. Вперед иди. Вот посмотрите, это Меркурий с нами. Ну, закладывается, конечно, этот коридор затмений на следующие 18,5 лет, поэтому желательно все конфликты, если у вас есть какие-то конфликты, желательно их решить. И в этот период не конфликтовать, потому что это закладывается на следующие 18 лет. Если ты будешь в гневе, если ты будешь агрессивный, если ты будешь злиться, если ты будешь разочарован, если ты будешь несчастный, ты это закладываешь. Поэтому эту эмоциональную сторону немножко ее отодвинуть, убрать. Не получилось, получится. Опыт прохожу свой. Ответственность не перекладывать ни на кого. Самому принять какие-то важные вещи. Не окончательно, но самому подумать, как мне действовать в этой ситуации, как мне найти выход. Даже если вы чувствуете, что та сторона вторая, с кем вы разговариваете, не идет на примирение, а вы сделали этот шаг, вы сделали, самое главное, я сделала это. А то, что другой не отреагировал, это уже его проблемы. Я закладываю себе фундамент на следующие 18 лет на позитив, на то, чтобы у меня гармония была. А тот человек, если не отреагировал, или как отреагировал, это его проблема. Так, ну, основная неделя – это поездки, общение, взаимодействие, образование, обучение, перспективы. Ну и в конце недели, конечно, Венера сделает подарок. Венера сделает подарок, сделает секстиль с Ураном. Это очень сексуальный объект. Вот если сторону энергии взять, очень сексуальная энергия, очень сексуальный аспект. Не объект, аспект. То есть Венера неожиданно. Что такое по Венере? Неожиданно. С Ураном. Внезапно, вдруг возникают отношения. Могут быть из прошлого отношения, могут быть новые, только зарождаются отношения. Внезапно появляется человек, который тебе приятен, с которым вы начинаете общаться, новые знакомства, отношения, романтика. Очень внезапно, вот как будто вдруг, как будто кто-то, какой-то где-то колокольчик прозвенел, кто-то постучался, кто-то дал о себе знать. Вот как-то оно вдруг неожиданно по Урану. А также это и все, что связано с материальным, это продажи. Если у вас стояло что-то на продаже, никак продастся не могло, у вас покупают товар или покупают дом или квартиру, которую вы выставили. Это неожиданно премии приходят, неожиданно выплаты какие-то приходят, бонусы, надбавки. То есть вот начиная с 11 числа вот такой вот роскошный аспект сделает Венера, секстиль сделает с Ураном, очень неожиданно очень приятные новости будут. Ну, сама неделя, такой ты получишь, вот по самой неделе ты получаешь опыт. Ты не получаешь разочарования или обиды. То есть посмотреть с ракурса событий, которые будут проходить на этой неделе, как твои учителя, опыт, у которых ты учишься что-то, получаешь что-то. То есть события любые, которые придут, тебя чему-то учат, тебя чему-то научат. Это бесценный будет, пройдете бесценный вот такой вот путь познания чего-то. Интересная такая неделя. Она даже как-то немножко какая-то такая загадочная, таинственная, даже не знаешь, вот куда она может выкрутить, как она может, чему она тебя, что она тебе высветит, что она тебе покажет. Но и ты должен проявить здесь свои большие такие качества, которые базируешься, на чем ты базируешься, такие качества, как ответственность. Ничего не перекладывай, если надо делать, надо сделать. Надо поднять трубку и звонить, и разговаривать, или написать,
или перепроверить, или еще раз пересдать. То есть от самого себя очень многое зависит. Ну что еще? Да, желательно, конечно, время. Если ты чувствуешь, что ты перед выбором, но ты не знаешь, что выбрать, не знаешь, что выбрать, или у тебя есть два варианта, и тот, и другой хороший, а нужно сделать один вариант, возьми время. Абсолютно нужно взять время, не переложить ответственность ни на кого, только сам, не спрашивать, не сваливать ни на кого, самому решить все эти проблемы, все задачи, которые у тебя будут. И желательно, конечно, находиться в расслабленном состоянии, потому что когда ты тревожен, когда ты плачешь, когда ты растерян, когда у тебя уныние или горесть у тебя, ты не можешь никакое решение принять. Или примешь какое решение? Грусти, уныние, разочарование, такое только примешь решение. Поэтому вот такая вот неделя. А в конце недели подарок, который сделает Венера с Ураном. Уран стоит в Тельце, там, где управительница Венера. Поэтому этот аспект очень такой, сексуальная энергия, подъем какой-то, настроение появляется, интерес появляется, романтика, загадочная такая романтика. И люди встречаются. Люди на пути встречаются неожиданно, люди, которые принесут такое увлечение, влечение, просто в жизнь тебя прям вливают в тебя в жизнь, в поток жизненный такой. Интерес какой-то появляется, такая оживленность. И вот это сделает, конечно, Венера. Плюс еще она очень будет материальная. И романтики много. Уран тоже стоит в Тельце, то есть там, где управительница Венера. Ну что, вот такая неделя. Назвать ее... Давайте назвать ее гармоничной так не скажешь, потому что здесь гармония зависит не от аспекта. Аспекты, два аспекта, на котором базируется вся эта неделя, это квадратуры, то есть конфликтность. Гармония зависит от самого себя. Гармония зависит от того, как ты это все воспринимаешь. То есть откуда ты черпаешь энергию, от негатива или от позитива. Вот это просто такой, ты вот туда, куда тебя это переведет. Кто ты на сегодня есть, от чего твой источник, откуда идет. Вот такая неделя. А конец недели подарок, просто подарок. Венера сделает нам с Ураном. Бесконечно вас всех уважаю. Спасибо всем за лайки, спасибо за подписку, спасибо за поддержку канала. И до следующих встреч. Счастливой вам недели, счастливой гармоничной недели.